Не знаю почему меня обозвали юзером F-тра-та-та. Очень... Так потому что вы так видны на ютубе, такой ник. Очень не люблю, я тоже не очень люблю, но что делать? Такой ник у вас. Насколько знаю, и вы все эти закамуфлированные имена один раз хотел вставить свою маленькую благодарность за ваши передачи, и вот обозванный юзер. Это ваш давнишний подписчик и огромный почитатель вашего таланта Александр Колупаев. Здравствуйте, Александр. Ну, я много раз уже писал, как это сделать в Гугле. Легче всего, если какие-то сложности, просто набрать, ну, в Ютьюбе, как исправить абракадабру, или как исправить свой ник в Ютьюбе или в Гугле. И вам там на 2 минуты работы. Вячеслав, а что вы делали с вашими первыми картинами? Дарили, дома оставляли? И как начали выставлять на публику? Наташа Боровская. Наташа, ну, в Строгановке, когда учился, можно сказать, что во времена ученичества появлялись первые картины. Да жить не на что было. Ходил в Бицу, в снега, я помню, много художников было. Там как раз, когда мы ходили, снимался фильм «Забытая мелодия для флейты». И вот артистов всех, они мимо нас там ходили. Ширвинд, вот, ну, в общем, много там всех. А мы стояли, художники, мерзли и продавали работы. Помню, один замечательный писал, замечательный художник, такие арбузы были написаны, живопись потрясающая, до сих пор в глазах. Вот когда увидишь настоящую живопись, она перед тобой имеет силу, да? Ну, продавал как-то, зарабатывал, какие-то копии делал, пуссена, что-то там с фигурами, ну, в общем, смешно было, да. Ну, какие-то заказы выполнял. Размышлял о творческих работах, какие-то эскизы делал, и в конце ролика покажу какие-то такие давние работы. Основное время было посвящено изучению живописи. Тогда только появлялись какие-то первые данные о Климте Густаве. Никто вообще не знал, кто это такой. Ну, СССР. И у меня произошел обмен. Там у меня была книжка с Атариком Дауровым, художником довольно известным, а он мне подарил, ну, обменялись мы, значит, он мне подарил каталог Климта. И я был, конечно, ну, первый раз, это первое мое знакомство было с зарубежным каталогом Климта, новым для меня художником. Ну, все, конечно, кто потихонечку начал знакомиться с его творчеством, начали применять его приемы в своих работах, и я не исключение. Начал выставлять, Наташа, на публику свои работы, в основном после Строгановки. Это ЦДХ, и были выставки, и, в общем, довольно-таки успешно все это было у меня. Лемур. Представляете ли вы заранее картину, которую пишете? На сколько процентов? Процентовку, в общем, не скажешь, потому что, ну, да, вот если это пейзаж, да, вот я сейчас смотрю на мотив, и, кстати, покажу вам, я сегодня гулял по Гурзуфу, и покажу вам какие-то, буду показывать, пока разговариваю, какие-то кадры, это всегда приятно, думаю. Ну вот, смотришь на мотив, который тебе интересен. Ты не просто смотришь, как красиво, а ты смотришь, что ты из этого можешь извлечь, какую ты можешь написать картину, и головой прорабатываешь, как это можно творчески решить. Когда вы видите тон, когда все в порядке с композицией, вы начинаете, ну, в уме, вы начинаете придумывать, какое найти решение, какое найти зерно, как это все проявить, как скадрировать, как тонально решить, какое это будет напряжение или, например, контраст или отсутствие контраста, светлая она будет или мощная, на широком диапазоне тонов и цветов. И когда внутри появляется ощущение, такое предощущение, вот как у композиторов, предощущение мелодии, еще ничего нет, но есть предощущение. Это не знаю сколько процентов, у каждого, наверное,
своя процентовка. Ты можешь взять холст и, забыв про все, работать над этим. Если на природе, ну или в мастерской тоже можно. Кто как любит. Некоторые художники вообще не выходят на пленэр никогда, а пишут пейзажи. Ну, такие вот приоритеты. То есть появляется внутри какое-то, ну, такое неярко проявленное, прям картинка, ты потом ее из головы копируешь, которая появилась. Нет. Какое-то вот направление, как я хочу ее развить. Но продумываешь, как ты будешь ее воплощать, потому что, ну, я не знаю, задний план, например, будет ли он нагружен деталями, что будет в центре композиции. Исходя из центра, ты думаешь о решении, как бы ты решил там ближний план, средний и дальний. В принципе, это относится к любому жанру. Если композиционно, например, ну, центр композиции где-то находится в середине, на среднем плане, то ты должен подумать, какой будет вход в эту композицию. Средний план, понятно, центр. И что на дальнем, как ты это решишь? Вячеслав, вы все говорите про какой-то журнал. Я бы отметилась, но не поняла, где. Да здесь просто поставьте «нравится». И вот это вот будет отметка в нашем журнале. Пишу попсу, но с вашим посылом уже написала одну небольшую сирень. В кавычках мазню, ну так прекрасно. В стиле импрессионизма. Мне понравилось. Жаль, что не могу приехать на ваши уроки. Ну ничего. Есть, кстати, уроки онлайн. Заходите на сайт, смотрите. Там анонсы к каждому уроку есть, видео. И можно определиться, что вам нужно. Поздравляю вас с мазней. Юзер опять, другого ника нет. Если вам сложно сделать эту операцию двухминутную по замене вот этого юзера, пишите вопрос, а под вопросом пишите имя, фамилию, и все решено. Ви – это ник. Я рисую в любых местах, в наушниках и шляпе. Замечательно. Все это отсекает от всех, но внимание мы привлекаем много. Да, тем более девушка, если вообще женщина. Однажды семья буквально легла на мое место, чтобы сделать фотосессию. Они, видимо, сочли, что художник выбирает лучший ракурс. Ну, в общем, да, это правда. Я просто переместилась. В состоянии живописном мы становимся добрее. Ура! Уже поэтому надо всем рисовать. Мир стал бы другим. Невежество убивает человечество. Это правда. Отличная реплика. Спасибо вам, Ви. Ну да, даже если вы боитесь, бывали такие случаи на классах, когда мои студенты прижимались к колоннам, находили ниши какие-то, ну, если вот в городе мы писали, в Которе, я помню, чтобы никто не мог даже близко подойти заглянуть. Все равно, конечно, заглядывали и сзади где-то за колоннами обходили, ну, мешали. Ну, до слез бывает, да, это сложно, я понимаю. Потому что, ну, студент работает, у него и так не все получается, а тут еще подходят и говорят, что посмотри, какой он хер... Да, фигню рисует более крепко, сказал один парень там. Ну, если ко мне подходят, я говорю, что я сам учусь, ничего не понимаю в этом, но учусь. И люди очень тогда, ну, учитесь, тогда начинают проявлять участие и подсказывать, как нужно. Один дядя здесь, в Гурзуфе, утром, ну, он немножко был под шофе, видимо, у него еще не все протрезвилось, не все ушло, с парами. И он подошел ко мне на Чеховке и говорит, где ты, говорит, видишь такое, что ты тут рисуешь, где ты это видишь? Ну, я ему вот эту фразу, а он говорит, ну, раз ты учишься, и начал объяснять, как нужно, посмотри тут, вот и там, и тут. Ну, вот так бывает. Поэтому наушники, шляпа, можно что-нибудь помахать, что я глухонемой, вообще ничего не понимаю, извините. Друзья, задавайте вопросы. Я же отвечаю на вопросы, чтобы ролики выходили. Отмечайтесь в журнале нажатием кнопки «Нравится», колокольчик, там все вот эти вот звоночки. Ну, все что угодно нажимайте, лишь бы отметиться.
посмотрите еще одно кино «Мир солнца» называется. Там я про переноску мокрых работ живописных рассказываю. Ну, пока.